Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Будет ли знак у вас перед новым знакомством? Какой вы знак, может быть, увидите, заметите? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, в каких энергиях вы пребываете сейчас. Итак. Ой, какой вы ревнивец. Вы такой ревнивец и собственник. Вы такой активный очень. Вы ревнивец. Но как-то вот вам по жизни попадаются женщины, очень любящие деньги, очень любящие вот именно подарки, материальное благо. Скорее всего, вот проигрывается, что у вас была семья. Возможно, даже ребенок был, да, вот была какая-то стабильность. Но эта женщина вот как будто вот в процессе вашей жизни, вот семейной, может быть, либо у кого гражданский брак, знаете, как будто вот она начала портиться, вот как будто вы ее избаловали, вот своей заботой, своей любовью, подарками, может быть. И она стала все больше любить деньги, она все больше стала такой вот, ну, материально ориентированной. Я думаю, вот некоторые из вас, если задумаются, то вспомнят, да, и поймут, что в начале вашего общения, может быть, в начале там отношений, она ведь такой не была, и вы это понимаете. Она была другой, она была попроще как-то, она была более заботливая, такая любящая. А как будто вот в процессе именно вот своей отдачей, своей заботой вы ее как будто сами испортили. Кардинальные перемены в жизни вашей наступили, причем эта жизнь могла поменяться вообще на 180 градусов. Поменяться так, что вы даже не могли подумать еще какое-то время назад, что в вашей жизни могут произойти такие вот, ну, серьезные довольно перемены. Так. Вот период боли, период ужаснейшей боли, снова. У кого-то это сейчас еще длится, да, вот если особенно это свежий разрыв, развод у кого-то. У других же может проигрываться, что этот период уже начинает отходить, да, но боль, вот именно боль после вот этих ваших кардинальных перемен в вашей жизни была боль ужасная. Именно вот моральная такая, да. Смотрите, вы как будто вот пребываете, либо же вот еще совсем недавно пребывали ну, в неком тупике. Это состояние, когда не знаешь, как жить дальше. Ну, как сложится жизнь ваша, да, будет ли еще у вас другая женщина, будет ли семья. В таком тупике вот могут появляться мысли, что я больше женщинам не доверяю. Я больше не хочу никаких отношений. Все женщины одинаковые. Ну и в таком ключе вот приблизительно. Вы человек очень такой, знаете, вот, ну я бы сказала, очень вдумчивый. Вы всегда хорошенько все обдумываете, прежде чем что-то сделать в своей жизни. Вы не будете делать каких-то скоропалительных поступков. Очень такой вот логичный, рассудительный. Так, что же с женщинами у нас происходит? Вот знаете, вокруг вас полно женщин, но вы то ли как-то не хотите еще, может быть, даже внутренне не готовы к новым отношениям. Да, вы можете мечтать на уровне мыслей каких-то, на уровне вот хотелок, да, хочу, может быть, семью, но ничего особо не делаете. Вот вы сейчас, знаете, как будто обозлились на женщин. Вот обозлились. Вот эти вот сомнения, колебания. Получится, не получится, а надо ли, да, вот именно то, что я вот говорила, в тупике вы находитесь. Кто-то сейчас в этом тупике еще, кто-то вот недавно, может быть, был. То есть, когда жизнь меняется, вот жизненный уклад меняется кардинально, как это случилось у вас. Допустим, вы жили в семье, в отношениях, а сейчас вы один остались, да, и скорее всего так и есть, потому что, ну, я не вижу у вас особо личной жизни. Я вообще не вижу у вас женщины, которая вот была бы по сердцу вам.
То, что вокруг женщины флиртуют, да, женщины могут заигрывать, женщины могут флиртовать, но вам это пока не интересно. Вот именно на уровне как-то ментального мира, на уровне хотелок. И то эти хотелки вы подавляете своими негативными мыслями, вот этими вот сомнениями, а надо ли оно мне, а получится ли и так далее. То, что я вот только что вам рассказывала. У вас осталась только единственная душина, это друзья, которых у вас немного, и, ну, зарабатывание денег, накопительство такое, да, вот у некоторых может проигрываться, что вы хотите что-то купить, допустим, чего вы раньше не могли себе позволить. Возможно, вы тратили все деньги полностью на женщину, а себе во всем отказывали, да, а давно вот хотели, допустим, вещь какую-то купить, либо же съездить на отдых куда-то. Сейчас вот вы как будто вот накопительством занимаетесь, вот, может быть, даже экономите в чем-то, чтобы собрать денежку. Напишите в комментариях, есть ли такой момент у вас или нет, вот. Может быть, вы отказывали реально себе, вот все спускали на женщину, а себе отказывали в своих, даже, может быть, самых маленьких удовольствиях. Итак, давайте-ка посмотрим, что же будет дальше у вас в личной жизни. Вот этот период, смотрите, который вот у вас сейчас вот длится, когда вы, может быть, еще не можете определиться, вот у вас как на качелях, да, вроде бы и хочется новых отношений, а вдруг не получится, а надо ли оно мне, вот эти вот постоянные качели, да. Вот этот период еще продлится, вот, ну, по времени это будет у каждого свое, да, потому что общий расклад. Но ваше разбитое сердце просто так быстро не пройдет, я вам скажу. Ваша такая депрессивная вот составляющая, да, ваш депрессивный настрой еще какое-то время протянется, я вам скажу. Так быстро оно у вас не пройдет. Слишком большая была у вас травма и драма. Так, смотрите, так. Через какое-то время в вашей жизни появляется женщина. Мы сейчас посмотрим и знаки, и все посмотрим, все по порядочку. Женщина, ну, знаете, вот почему-то она покажется вам поначалу вот с хитринкой, с хитрецой что-то такое. Вот будете настолько очень аккуратно, вот то ли это будет в ее поведении, да, может быть, вам что-то общие какие-то знакомые даже скажут, но будете довольно сильно присматриваться к ней. Вот именно почему-то она хитрой вам покажется. Хотя эта женщина на самом деле, она очень такая, знаете, вот она знающая себе цену, она очень уверенная в себе. Вот в ее облике есть что-то такое, вот королевское, да, вот говорят, вот идет как пава плывет. И знаете, вот еще из-за этого у вас могут закрасться сомнения, что вот она притворяется, вот она меня поимеет, да, вот она меня использует, я ей не подхожу, может быть, даже по статусу, там еще как-то, да, вот. Вы будете думать, что у нее запросы большие. Ну, как-то вы будете вот постоянно себе мозг выносить. Вы вообще любите себе мозг выносить, я вам скажу по секрету. Очень вы любите вот самоедством периодически заниматься. Так, вот финансовая составляющая вас будет очень сильно смущать. Будете думать, что эта женщина, она потребует очень больших затрат. У нас многие мужчины думают, если женщина ухоженная, красивая, да, там хорошо одета, то значит все, я ее не потяну, на нее много денег надо и так далее. Она сама хорошо зарабатывает. Она умеет зарабатывать, умеет тратить. Она не будет, знаете, вот ни под кого подстраиваться, присмыкаться. Она очень такая со стержнем, с характером, я бы сказала. Некоторые мне сейчас снова начнут писать, что это бывшая. Почему-то вот часто пишут, что вот под бывшую подходит. Но опять же, какие-то черты могут совпадать, какие-то нет. Так, что же будет у вас дальше? Вот некоторый период у вас будут сомнения.
сомнения, переживания. Вот когда вы познакомитесь, да, вот вы будете как будто вот опасаться заводить более серьезные с ней стабильные отношения, хотя она очень сильно вам понравится. Она понравится, но вот этот вынос мозга сами себе у вас будет какой-то период продолжаться. Будете взвешивать все за и против, связываться. Нет, вот, ну, такой вынос мозга вы себе устроите, я вам скажу, что мало не покажется. Итак, какой же будет знак, да, вот основной наш вопрос. Какой же вам будет знак? Смотрите, знак может быть, это будет либо же какой-то такой период, ну, это я имею в виду, ну, я не знаю, день, у кого-то неделя, может быть, будет очень кризисный период. Смотрите. Может быть такой период, и кому-то это будет физически, может быть тяжело, может быть на работе у вас будет безумная там запара, перегруз. Либо же это может проигрываться период ужасного финансового, господи, душевного перегруза, да, вот морального. То есть вот именно будет период, когда вот даже среднедепрессивному, вот накануне перед знакомством с этой женщиной у вас будет такой, ну, упаднический период, настроение очень плохое. Кому-то на работе, еще раз говорю, может быть такая запара, что вы физически будете просто с ног валиться. У кого-то это будет душевное, да, ну то есть вы себя оградите, что никого и ничего не хочу. Вот это будет своего рода знак вам, что, смотрите, вот Вселенная как будто вам дает время уединиться, да, вот как женщина мечами окружена, уединиться, поразмыслить о своей жизни, да, прежде чем вот, чтобы вы разобрались в себе, в своих чувствах, хотелках, прежде чем дать вам вот это знакомство. Вот это будет ваш знак своего рода, период, запомните, когда никого ничего не хочу, когда безумно устал, морально и физически. У каждого это будет свой период. У кого-то это может быть 3 дня, у кого-то неделя, у кого-то 2 недели, да. То есть такой период затворничества, он будет временный. И после этого в скорости вы знакомитесь с этой новой женщиной. Но именно это и будет ваш знак. Вы запомнили? Никого, ничего не хочу. Безумная усталость. Просто когда опускаются руки. И здесь у вас будет как награда уже эта женщина. Да? Когда вы, может быть, потеряете веру в себя, в свои силы. Когда будет некий такой вот тупик. Вам покажется, что все, тупик. Ну, никого, ничего не хочу. Да? Не могу устроить личную жизнь. Может быть, там на работе не получается. Ну, то есть вообще опускаются руки. И после этого периода Вселенная как будто награду вам посылают эту женщину. Так, и к чему же это придет? Да, вот после какого-то тупика 100%. Отношения, смотрите, отношения будут развиваться, как я говорила, сначала осторожно, да, потом же очень постепенно, потому что вы любитель самоедства, да. Эти отношения переходят в намного близкие такие, знаете, когда кажется, что это твой самый лучший, самый близкий друг. Вот вы с этой женщиной будете не на страстях сближаться, а именно вот на какой-то духовности, душевности. Потом это перейдет и в страсти, конечно. Страстей будет выше крыши тоже. Но именно вот с каких-то теплых, таких сначала дружеских, душевных настроений у вас будет постепенно это переходить в настоящую взаимную любовь. Туз кубков – это вообще суперская карта, да? Когда это настоящая любовь, которая переполняет двоих. Когда это именно новые чувства, это новый всплеск эмоций, новые отношения, да? И не нужно бояться каких-то вот жизненных таких тупиков, потому что для чего-то нам все эти тупики, кризисы, это все для чего-то нам дается, не просто так.
Вселенная и там наверху, да, высшие силы, они на самом деле, они знают, кому что из нас нужно. Они знают даже больше, чем нам кажется. Мы можем хотеть что-то здесь и сейчас, но нам это не дают, потому что там сверху они видят, что нет, мы еще не готовы это получить. А может быть, нам это и не надо, то, что мы хотим, потому нам это и не дают, понимаете? Поэтому вы получите все, но когда вот именно там наверху вам посчитают нужным это дать. Вот будет такая своего рода награда вам, награда небес, да. Это будет очень такая постепенная, вдумчивая, продуманная любовь, когда вы будете сначала и присматриваться, когда вы будете сомневаться, потом вы начнете влюбляться постепенно, да, когда вы поймете, что эта женщина ваш настоящий друг, к которому можно прийти и сказать, что мне хреново, у меня проблемы, да, у меня и то не получается, и все не получается. Можно и все сказать, и вы будете уверены, что она не высмеет вас, что она вас поддержит, она поможет, она подставит свое хрупкое плечо, да. Такие женщины – большая редкость. Я думаю, вы это тоже знаете, но они есть, поверьте мне, они есть, и я лично таких знаю. Поэтому не нужно расстраиваться, если у вас будет, да, у вас будет своего рода тупик. Я еще раз повторяю, пусть это вас не пугает. Это будет ваш определенный знак. Вот этот тупик, который вас ждет, он как будто, знаете, вот на пороге счастья. Вот как будто вы на пороге светлой полосы будете. Поэтому не нужно бояться, не нужно переживать, что, допустим, личная жизнь не ладится, ничего не получается, все из рук валится. Вы на пороге счастья. И да будет так. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!